Привет, мои дорогие друзья. Ну что ж, убийство Дугиной раскрыто. Об этом сообщила, я так понимаю, Федеральная служба безопасности Российской Федерации. И они передали материалы Следственному комитету. Я вчера заявил, что у меня нет сомнений в том, что террористический акт — это убийство устроено Киевом и по указанию Офиса Президента. Непосредственно, конечно же, Зеленский знал об этом. Это я заявляю сегодня. Да, но у меня, допустим, уверенность в этом была стопроцентная или, может быть, даже 99%. 1% все-таки оставался на что-то. Однако же заявление Подоляка, который сразу же начал рассказывать, что какая-то внутриполитическая борьба происходит, укрепило меня в моем убеждении, что таки да, Киев за этим стоит. Потом я нахожу видео, которое вышло внезапно за день до убийства Дугиной, про Дугина. Я об этом сделал видео, я это показал. Но интересно, кто выступал экспертом? Великим экспертом по Дугину и по его творчеству. Кто именно рассказал, что это мозг Путина, что этот человек там влияет на политику? Это Илья Пономарев. То есть Киев, а это центральный канал практически, да, 1+1 канал однозначно человека, связанного с Зеленским. Киев использует Илью Пономарева как эксперта по Дугину, выдавая 4-минутку за день до убийства Дугина, потому что планировалось убить его, а не дочь. Хотя исполнители, я думаю, уже увидели, что в автомобиль села девушка, но не Дугин, да. Тем не менее, нажали на кнопку. Про исполнителей чуть дальше вы будете удивлены. Потом начинаются вбросы, натуральные вбросы через того же Пономарева о том, что, мол, в России существует какая-то партизаны из национально-республиканской армии. Эти партизаны писали письма и говорили: вот сейчас следите за новостями и так далее. Наворачивается вот такая история, и опять-таки используется для этого Илья Пономарев. Кем используется? Я думаю, что в темную используется главным управлением разведки Минобороны Украины. Есть у меня такое ощущение. И вот этот наброс происходит. После этого это распространяют все средства массовой информации. Мол, есть партизаны, которые действуют и так далее. И сегодня, как холодный душ, как напоминание о том, что ФСБ умеет таки работать, ФСБ России, подозреваемая в убийстве Дугиной, уехала в Эстонию. Итак, исполнителем является гражданка Украины Вовк, 79 года рождения, которая прибыла в Россию вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной 10 года рождения. Надо отметить, что убийца, если мы принимаем за внимание, ну дальше я вам кое-что объясню, да, еще расскажу, приезжает туда на исполнение с ребенком 12 лет. Я не знаю, была ли она с ребенком в момент именно нажатия этой кнопки, взрыва автомобиля, но может быть ребенок при этом выдохнула «Слава Украине» или там «Смерть врагам», я не знаю. Но сама дикость, конечно, потрясает. Для наблюдения за Дугиной подозреваемые использовали автомашину Мини Купер. Причем при въезде в Россию использовались номера ДНР, в Москве казахстанские, а при выезде украинские. Мы нашли этот автомобиль в продаже. Мы нашли этот Мини Купер. Вот, он выставлен за 14 500. Причем, что интересно, ну, тут есть даже женский маникюр, видите, хотя выставил его на продажу мужчина, видите, отражается. Но продавцы данного автомобиля как будто намеренно подчеркивали дату, когда он выставлен на продажу. И мы видим эту дату, 18 августа. 18 августа, по идее, они должны были быть в Москве, поэтому, наверное, не могли выставить машину на Автория в Украине. Сделано это с одной единственной целью. Создать алиби. Создать алиби, которое будет опровергать вообще всю идею о том, что это провернул Киев. Но создатели этого алиби, причем они уже удалили, ну я так думаю, наверное, с их стороны, наверное, это попытка создать алиби, да. Они уже удалили, кстати, это объявление, но вот кое-что очень интересное мы обнаружили. То есть мы начали пробивать номер владельца автомобиля. И выдала, многие теги скрытые, удаленные теги, но вот один тег выдала спецназ.
Ну, мало ли кто как подписывается. Спецназ и спецназ, как говорится. А потом, как алмазная пуля, как гром среди ясного неба, Даниил Шабан. Даниил Шабан, если вы помните, что девочка, с которой приехала убийца, Шабан София Михайловна. Вот как выглядит Даниил Шабан. Вот это вот он. А еще Даниил Шабан проживал в городе Мариуполь. А еще Даниил Шабан служит в вооруженных силах Украины. Вот это вот опубликовала Государственная пограничная служба Украины. Военнослужащие, которые несут службу в зоне ООС, то есть Даниил Шабан, воевал в зоне ООС, взяли участие в зимнем турнире по плаванию. Старшина второй статьи Даниил Шабан. На службе совсем недавно, но вот уже Азов, турнир по плаванию. Характерные жесты делают господа. Ну и сама Шабан, она тоже военнослужащая. Обнаружили уже ее удостоверение. И военная часть, в которой она служит, тоже приметная. Это известная нам военная часть 3057. Но это Азов и Нацгвардия. Их тогда объединили, чтобы больше запутать. То есть это не просто не случайный человек. Мы также обнаружили фотографию девочки самой, которая находится, девочки, которую я смею надеяться просто, что они не использовали ее для убийства Дугиной. То есть как это могло происходить? То есть, может быть, сама девочка заложила минно-взрывное устройство. Но кто подумает на ребенка? Я не удивлюсь ничему, потому что то, что делает сейчас Киев, это натуральный терроризм. Это террористический акт, это политическое убийство без каких-либо иных примесей. Итак, что мы имеем? Мы имеем двух военнослужащих вооруженных сил Украины и какую-то девочку. Удостоверение военнослужащий Шабан имеет к ней непосредственное отношение, потому что вот ее фотография с этой же девочкой. Девочка находится в мини-купере. Пока что на эту минуту у меня все. Дело сделано нечисто, дело сделано очень грязно, операция сделана грязно. То, что обычные рядовые журналисты смогли найти так много в столь сжатые сроки, это уже говорит обо многом. То, что Федеральная служба безопасности моментально вычислила этих людей, то, что они снимали квартиру, то, что они были на своих фамилиях, короче, все говорит о том, что доказательная база будет стопроцентной. Далее мы уже будем наблюдать за тем, как будут просто покрывать убийц и террористов. На эту минуту у меня все. Наши ребята работают. Я выдам позже еще более развернутый материал, потому что я уверен, что найдем мы намного больше. Пока.